Предлагаю вам познакомиться с уникальным интервью со Степаном Григорьевичем Германюк, служитель Света Церквей и многолетний узник. Оно записано весной 1986 года, в первые дни его освобождения из лагеря строгого режима. Историю пишут победители. Власти встретили это с большим недовольством. Против нас очень много было в газетах написано, очень много принималось мер, различных штрафов, избиений. Избивали на собраниях, приходили, избивали. Я до своего первого ареста 13 раз был осужден по 50 рублей. 13 раз меня высчитали по работе, уже смеялись на работе. Для кого ты работаешь? Были такие моменты, когда на молитве нас группа была небольшая, где-то у Лисичанске человек до 30, приходили органы власти и за волосы молящихся тянули с молитвы. У меня мама была в возрасте уже за 70 лет, и во время молитвы ее тянули за волосы представители власти, снимали с колен, чтобы прекращала молиться. Отец мой предоставил свою квартиру для молитвенного собрания. В отца собирались, продолжали молиться. Репрессии увеличивались, и в 1971 году судили у нас пресвитера. Но перед тем, в 1967 году, уже спустя некоторые годы, в 1967 году, я был рукоположен на благовестника по обслуживанию области нашей Ворошиловградской. Рукополагал меня Шептала Михаил Тимофеевич. Он был ответственный за это объединение, Донецко-Ростовское объединение у нас. Памятно для меня рукоположение, особенно когда подошли к жене. Жена у меня слабенькая здоровьем так, и спросили ее согласия, и сказали ей, что знаешь, сестра, что отдаешь его Господу, и, возможно, надолго. Возможно, узы его ждут, как служителя. Как ты будешь к этому относиться? И она заплакала и сказала, пусть Господь берет его, он своими руками управит, и со стороны ее препятствия не было. Да и вообще я еще в будущем, если буду касаться нашего взаимного служения, помощи ее для служения жены моей, то я должен сказать, что это верный друг. Когда был дома так, что трояк денег, последняя трешка, и надо ехать на дело Божие, она никогда не чинила препятствий. Бери, я где-то с детьми достану себе, займу, а ты езжай на дело Божие. Область наша славится узниками. Нашу Ворошиловградскую область мы имеем за время этого движения нашего 22 узника с общим сроком 102 года отсиженных сроков. Ворошиловградская маленькая область такая. У нас постигло областной центр, нашу область, в 1966 году сразу судили 3 братьев. Голуба, Балацкого и Будкова по 4 года. Областной совет бедный был. Областным советом руководил Майборода Григорий Иванович, старик, который вначале был очень верный Богу, имел большие Божьи благословения. Братство ему доверяло не только в пределах области, а межобластное объединение, а также и Совет Церквей. Доверял ему служение, поручал ему посещение съездов, зачитывать на съездах документы Совета Церквей, оргкомитет. Он это выполнял до определенного времени. Начали
судить наших братьев. Судили братьев, вот как я сказал, по 4 года. Вскоре еще эти братья не возвратились, судили в Краснодоне Павла Тимофеевича Ретикова и Печного Петра Михайловича. Дали им по 5 лет лагерей по 209 статье. И наш областной совет бедным стал, можно сказать. Служителей почти не оставалось, область обслуживать было очень тяжело, трудно, служителей мало. Но мы стали замечать, что что-то неладное творится с Майбородой. И что почувствовалось прежде всего? Отсутствие благословения. То, что он раньше имел, богатые беседы, проповеди такие, умные советы, бесстрашие в действиях пред внешними, все это как подменилось. Он стал говорить вместо проповедей сказки. Нечего было слушать. Сестры стали нам говорить, что что-то делается с Григорием Ивановичем, мы сны видим о нем плохие. У меня сынишка, Гриша мой, ему было тогда 6 или 7 лет, еще в школу не ходил. Ночью просыпается и плачет. Что такое? Что ты плачешь? Майборода стучит в окно в милицейской форме, в фуражке милицейской, и еще с ним двое. Стучат и просят, чтобы папу выдали им. И он плачет, кричит, мы ему успокойся, что нет, Майборода вот стучит в милицейскую фуражку. Ну и насторожило это нас, мы молодые братья, а он с таким опытом, таким авторитетом. Как-то я еду с Харциска с одного праздника жатвы с ним в одном вагоне, и он мне говорит, брат Степа, мне очень тяжело. Я хочу себя или наколоть чем-то, или удушить себя. Мне так тяжело. Меня вызывают КГБ, не дают мне покоя. А к тому времени начали и меня КГБ вызывать. Вот. Был такой в Ворошиловграде майор Дрокин из КГБ. Этот усиленную работу вел по вербовке верующих на службу органам КГБ. В частности, они были очень довольны, что им удалось завербовать Майбороду. Он им служил. Это было несчастное служение. Если бы друзья знали, какое это горькое служение этим людям. Из такого, казалось, исполина, человека веры, стал человек вот такой страшный, который себя хочет или задушить, или убить, и веру, собственно, потеряна. И вот Хайло рассказывал брат, что однажды ночью, в 3 часа ночи, привозят его, заходит к нему в квартиру, избитый, в синяках, и говорит, а где же здесь, где типография, Володя, у нас? А к тому времени началась уже работа на синьке у нас во всей стране, печатание. И мы имели в себя в области синьку, но когда сигналы дошли о том, что Майборода в таком состоянии, мы от него синьку спрятали. И работало это, значит, обеспечивалась работа без него. Вот, он очень шумел на это, за это на нас. Что вы от меня прячете? Что, я ж руководитель в области, я ничего не знаю. Но мы говорим, что эта работа сократилась, Григорий Иванович, и не надо вам. Григорий Иванович его ночью, в 3 часа ночи к Хайло привезли, испит его, вот, дрожит весь. И говорит, Володя, где печать? А он говорит, Григорий Иванович, вы хорошо знаете, что и у меня нет печати. Да и он ее в самом деле у него не было. Ну, нет, тогда я пошел. Ну, он ушел от Хайло, а Хайло следом за ним же. Это такой брат наш смышленый. И до 2-го переулочка от своего дома смотрит, 2 черных Волги стоит. Посадили Григория Ивановича в Волгу и повезли. Трудно нам было, братья. Это самый в моей жизни тяжелый период вот такой борьбы был. Когда я ехал, добавляю из Харциска, он мне это сказал, что вот мне так тяжело, меня вот преследуют, вызывают, бьют. То я сказал, Григорий Иванович, а что вам тяжело? И меня вызывают, но я радуюсь, когда от них ухожу. Победа. Ничего ты не знаешь. Нас областной совет не разгоняют никогда. Да и зачем их разгонять, когда они все сведения о нас имеют? Когда Григорий Иванович появляется где-то на общение в Донецк или в центр,
этого в любое общение разгоняю. Потому что он говорит им, когда едет и куда едет. И уже больше ничего не надо. Братья разбегаются, разгоняют, кого садят, кого, значит, штрафуют и достигают своей цели. А он думает, он большого дела ничего не делает. А что, я братьев предал? Я только сказал, куда я еду и когда еду. И все. Они больше от него ничего не требуют. Был у нас в области брат, тоже узник, отсидевший срок уже к тому времени, Ротарь Григорий Федорович. Так этот брат так говорит мне в беседе, он член нашего областного совета, а почему ты, говорит, до конца не узнал, что ему плохо? А почему ты до конца не распутал это дело, почему вот с ним так происходит? Если ты это все не выведаешь до конца, мы тебя отлучим. На меня говорит. Я пробую ехать к Григорию Ивановичу Майбороде, чтобы узнать, какое у него положение, что с ним делается. Поехал раз, силы нет, как ребенок, ничего не могу выведать у него, что с ним, почему-то. Встречает меня Ротарь и говорит, ну что, уже пора отлучать тебя, ничего ж ты нам не даешь данных о Майбороде, ничего. И только после 3-дневного поста, после когда я решил серьезно уже за это взяться, я поехал к нему. Застав их со старушкой дома, я попросил ее выйти. Николаевна, оставьте нас одних, Григорий Иванович. Почувствовал, что действительно сила от Бога есть. Я попросил рассказать, какая его взаимосвязь со всех Б. А к тому времени мы уже знали, что он был на съезде последним посланный братством и заигрывал со съездом. Обращался к Мицкевичу с какими-то вопросами. И до нас просочилось, что Мицкевич лично самолетом приезжал к нему домой в Майбороде и привозил ему материалы съезда. Эти вопросы стали нам известны немножко. Стало известно, что он на съезде этом написал записочку в президиум съезда, что я вашим съездом доволен и так далее. И это нас немножко насторожило. Это уже немножко, уже мы хорошо были насторожены. Я говорю, расскажите связь со всех Б. И он мне часа 1,5-2 рассказывал о взаимосвязи. Сколько ему пишет старших пресвитеров, какие ему стихи присылают, как хорошо съезд мирно проходил, зачем нам вот эта борьба, все такое. Уже я вижу, он клонит не туда. Потом, хорошо, Григорий Иванович, я говорю, никогда от вас не имел тайн, вы знаете, что мы с вами жили как два брата. Теперь у меня второй вопрос. Какая у вас взаимосвязь с КГБ? И когда ему сказал этот вопрос, пот, как горох, покрыл его лоб. Старая борода такая. Вдруг, значит, лоб покрылся потом, покраснел весь и чуть не в слезах дрожит и говорит, да, поймался, попался. И рассказывает мне, как попался. Попался так, что он при немцах был истопником где-то там какой-то конторы немецкой. Ну, видимо, он мне не все сказал, что он там и как делал, но ему дали 15 лет, а эти органы, когда дают срок, оставляют за собой какой-то крючок. И оставили какой-то крючочек. И когда он влился в пробужденное братство и начал в братстве действовать со всей верностью, то эти органы не замедлили к нему прийти. И сказали, кого, а тебя сгноим, ты оттуда не вылезешь. Твоя язва желудка там тебя забодает, ты пропадешь. Или давай, значит, чтобы ты себе служение нес, будешь нести, как тебе положено, как ты хочешь, только с нами сотрудничай. И он дал согласие, это согласие до того глубоко его завело, что вот в таком положении очутился этот бедный старик. Я не могу передать сейчас, как я там плакал. Я настолько плакал, он меньше плакал, написано, как Давид с Йонафаном плакали оба, и Йонафан меньше плакал. Он меньше плакал, но я плакал очень сильно. Мне его было жалко. Он меня участвовал в рукоположении, бракосочетывал он меня был советником, я его очень любил, этого старца. Он для меня примером был. И вот такое падение большое. Он говорит, после беседы, после молитвы, никому не рассказывай об этом. Выведите меня из состава областного совета,
Ворошиловграда, и они от меня отстанут. Долго мы с ним пробыли в этот вечер, и я уехал домой. Следующий наш областной совет, он присылает мне записку в Майборда о том, что заочно рассмотреть его дело он не будет присутствовать на этом общении. Я ему встречную посылаю записку, что ваше присутствие на этом необходимо, без вас рассматривать не будем. И он является. Проводим мы областной совет, он просится, чтобы его освободили. Ну и выражается там в своей речи так: «Дабы не погибла моя душа». Григорий Федорович Ротарь за это слово взялся, уцепился, можно сказать, и говорит: так разве в областном совете работают для того, чтобы души гибли, чтобы твоя душа гибла? Что с тобой? И он, желая скрыть, не смог, всему областному совету раскрывает свое состояние, свое сотрудничество с органом. Братья, плачем, молимся, но у него уже дух непокаяния. У него дух уже такой, знаете, дерзкий, и покаяния не видно. Умиления не видно. Это страшно. После того, как мы его выслали, увлечен он еще был и в неверности с деньгами, грех прилагается к греху всегда. Когда мы его выслали, то посмотрели, что это недостаточно. И был послан брат, служитель, чтобы его отлучить в церковь. Он еще с своими опекунами, видно, не советовался, на кого он сейчас работает, с новыми хозяевами своими, и сам дал согласие на отлучение. Сказал церкви: я согрешил большим грехом, только просил очень в церкви не обнародовать этот грех. Бросьте меня в море, и Бог пошлет мне кита. Церковь его отлучила, и в церкви пошло брожение. Значит, старик впал в блуд. Что-то такое, о старике рассуждает. И пришлось срочно созывать совет церковный там по месту, рубежный, и объяснять церкви, за что он отлучен. И сначала совету, потом церкви. Все друзья очень скоро скорбели, потому что это был брат для нас ценный в этой местности. Затем мы сообщили об этом братьям и Шептале, и всем, что в таком состоянии Майборда. Но когда узнало КГБ об этом, то немедленно его прислали в церковь сказать: восстановите меня, вы меня неправильно отлучили. С таким требованием жестким, с таким напористым, настойчивостью: восстановите меня, меня неправильно отлучили. Но, конечно, это уже было невозможно. Церковь уже все поняла. Мой брат там родной в этой церкви, ему сказали: нет, Григорий Иванович, вы понесли наказание достойно, вы сами это признали. После этого обрушилась на нас масса гонений. Этого можно было ждать. И особенно мне это не простили органы, которые сказали: так, мне еще когда-то не лезь к нам в карман. Его разоблачение, его обезвреживание Майбороды, отразилось на нас. Но о нас немножко позже, а сейчас надо сказать, как же дальше действует Майборода. Когда он видит, что в церковь его не принимают, он едет во Всех-Б. В Всех-Б берут его как макет и возят по всем церквям страны. И он совершает покаяние. Он кается не в том, что сотрудничает с органами КГБ, а кается в том, что участвовал с Советом церквей, что раскалывал церкви и так далее, что был, инициатором в движении этом за пробуждение. Заставляют его каяться и заставляют, хотя поместная церковь Лисичанская не согласна была его принимать, но старший пресвитер и внешний заставили его принять в церковь, и его приняли там. Вот так пытались мы из лагеря ему писать письма, и ездили братья, Павел Тимофеевич к нему ездил, но было уже тщетно. Он пошел так по этому пути, умирал в большом крике, в страшных муках, когда приходила смерть. И удивлялись дети его неверующие, говорили: что ж такое, мама, что наш папа всю жизнь верующий, и вот так умирает в таких муках. Урок очень большой для каждого, кто заигрывает с органами, знать, что
Лучше умирать замученным, как Хмара, лучше умирать убитым, чем умирать вот так подавленным червем, вот таким предателем. Ну, после этого случая чаще меня стали вызывать. Поменялся в КГБ, вместо Дрокина стал майор Ромашко. Подключился Аненко с Киева, и они прилагают большие старания завербовать меня. Вызывают меня и раз, и два, вызывают меня много раз. Я все рассказываю церкви. Под предлогом командировку вызывают меня и в гостинице по 4-5 часов беседуют со мной в Ворошиловграде, вербуют меня. Ну вот методы подробнее. Вызывают меня как будто по делу, значит, работы вышестоящей организации. Я туда приезжаю, там уже представитель ждет с машиной и везет меня. Говорит, знаешь, не сильно удобно нам будет в здании КГБ беседовать, поедем в гостиницу. В гостинице у них номера, комната, безусловно, уже полностью оборудована с подслушивателями. И они очень тщательно исследуют наш дух, психосостояние наше, полностью. Ну, их несколько человек, они меняются, когда кто-то устает. А мы одни. Тем более я постоянно ездил на эти встречи в постах. И эти продолжались довольно много, эти встречи. Я уже устал от них. Я им заявляю, нет. Они требуют сотрудничества, чтобы стать их агентом. Чтобы, значит, будешь свободно проповедовать себе, куда хочешь ехать, только чтобы это было с нашего ведома. В 1969 году я приезжаю из Сватово в Лисичанск на постоянное место жительства и устраиваюсь работать на завод резинотехнических изделий, там начальником отдела. Только я устроился на работу, как вдруг приезжает этот Ромашко туда. Ну, а он же знал, что я в Сватово, и уже, значит, знает, что я здесь. И я, когда посмотрел на него, я говорю, как я не хотел вас здесь видеть. Вы мне не даете себя зарекомендовать, что я за человек, как я буду работать. Вы как тать за мной ездите. Степан Рож, все будет хорошо, ты будешь работать хорошо, все, значит, и только ты будь с нами лояльный, беседуй с нами. И я попадаю на совещание братское. Братья приглашали меня всегда, вот когда проходил совет церквей, братья, я почти на всех совещаниях присутствовал. Ну, может, на каком и не присутствовал, но много был на совещаниях. И на одном из совещаний я братьям рассказал об их работе. И Георгий Петрович мне сказал, они не имеют права это делать. И когда я укрепился, на очередное свидание ко мне приехали на завод. Приехал этот Ромашко, подполковник, он уже к тому времени был. И стал со мной разговаривать. Ну, он почувствовал, что беседа приняла иной характер, жесткий уже с моей стороны. И он говорит, что-то вы ощетинились. Я говорю, пора поставить точку. Пора поставить точку. Как точку? Они уже близки к тому, что я вот там буду их сотрудник, они сколько уже со мной работали, они на самолетах летали для того, чтобы иметь со мной встречу, и вдруг тут так резко прерывается это, даже беседа. Я говорю, точка, точка. В следующий раз к вам на беседу меня на носилках принесут, я говорю, или под штыками, а я так не приду. Разговор кончен. Если я виновник, исполком есть, прокуратура, милиция, администрация. Вот видите, сколько организаций есть. КГБ к нам никакого отношения не имеет. Прекращайте, я говорю, эту работу. Он, конечно, был очень сконфужен, очень подавлен. Видно, у них свое начальство есть, свои, значит, доклады, в каком я состоянии, лояльный. Я всегда шел на эти беседы, ездил, не хотел как-то их огорчить. До тех пор, пока я не уразумел, что вот именно так надо с ними поступать. И я уже потом и братьев сколько учил в этом. Продлилось это немного времени, это уже где-то 70-е годы наступают, первый, второй. Немножко гонения увеличились на нас. Вот. После того, как я ему так ответил, он спустился к директору и дал указание меня уволить. Директор меня вызывает, пиши заявление на увольнение, иначе я тебя так уволю.
Я говорю, я и заявление писать не буду, и так у меня не уволится. У меня 5 детей, работаю я нормально. Ну, были попытки уволить, он увольнял, писал приказ увольнять. Вот. КГБ заставляет, они вынуждены делать. Но все равно у них ничего не вышло. Последнее, что было с КГБ, это сижу, работаю на работе. Вдруг от директора приходит секретарь и говорит, срочно, Степан Иванович, собирайтесь, вас вызывают в КГБ. И директор дает свою машину, а машина у директора только его возила, он никогда никому не давал. Завод крупный, а тут директору, они все очень их боятся. И он, значит, Степан Григорьевич звонит мне вслед за секретарем, садитесь, вас ждут в КГБ, езжайте в КГБ. Подкатила его машина, и меня на всех парах везут, значит, в КГБ. В КГБ нашем Лисичанске на крыльцо пускаются 2 полковника. Лебеденко полковник и Яков Пантелеевич Остапенко полковник. Это один, значит, руководитель или начальник КГБ Ворошиловградского областного, а второй нашего Лисичанского. И встречают меня так хлебосольно, как будто какой-то близкий их друг пришел. Да, встречают меня эти 2 деятеля и заводят в кабинетик. Да, с крыльца прямо заводят, как близкого человека своего. Если бы кто-то с друзей увидел, так сказали бы, да, там Степан Иванович в почете большой. И когда мне завели в такой тесный маленький кабинетик, я понял, что это какая-то лаборатория или очень совершенно там приборы различные в них есть. Ну, все укрыто, ничего не видно. И мне говорит этот Остапенко Яков Пантелеевич такие слова. Степан Григорьевич, наши сотрудники сказали мне, что с вами бесполезно разговаривать. Бесполезно. Но я решил еще вот попытаться раз лично с вами поговорить. Я, недолго думая, это тот второй смотрит, я недолго думая, говорю ему так. Ну, я сначала зашел, потребовал удостоверения у них, кто они такие, что у них за личности, чтобы мне удостоверить. Он говорит, значит, показали мне, кто они такие, я почитал, это дело зафиксировал себе в уме, память. И говорю, да, ваши сотрудники вам сказали правильно. Никогда не получится с меня музыканта на вашей скрипке. Никогда. Вот это, говорю себе, узнайте четко, выразительно им говорю. Никогда с меня не получится музыканта на вашей скрипке. Тогда суши сухари. Я говорю, сухари уже насушены. А у меня уже мешок готов. Уже весь мешок, готовимся. Уже сестры мне там рубашку пошили, сапоги купили. Все уже готовили. Я готовлюсь в вузы. Я еще в вузах не был. Готовлюсь в вузы. Тогда готов сухари. И вскоре, еще я не дождавшись братьев из УЗ Ворошиловград, Голуба, Балацкого, не вижусь уже с ними много лет, тут сидит еще в вузах и Яков Василенко, и незамедленно после этой встречи с КГБ, где-то недели через 2, меня арестовывают тоже. Вернее, заводят дело, на меня заводят дело, и по договоренности с братья предлагали, значит, мне уйти на работу, но я первый раз не решался. Я сказал, пусть я пойду так, как вот мне на сердце положено, встречу все то, что ждет меня. Конечно, в их кругах, в кругах КГБ было очень большой замысел дать мне большой срок, наказать меня сильно, так как строптивого, потому что я вот не пошел на их удочку и не сделал то, что они просили. В это время братство, церковь, как и во все периоды, продолжает жить жизнью пробуждения, жизнью духа. Помнится мне такой случай. Вот освобождаются братья осужденные после майской делегации, которая посетила Президиум Верховного Совета и ЦК. 69-й год. Начало года возвращается из УЗ Геннадий Константинович, возвращается из УЗ Винс, другие братья, и в Москве собирается совещание братское. Проходит совещание, собрались братья, а здесь по пятам нас очень преследуют, очень хотят заловить братьев, выловить. Ну, помню, где-то собрались в какой-то такой домишечко, где
где-то, не помню сейчас местность эту, и братья так немножко встревожены всем состоянием дела. И вот Геннадий Константинович непосредственно только с УС пришел в сопровождении Лидии Васильевны, еще постриженный. На этом совещании поднялся Сергей Терентьевич Голлев. И так все смотрят на него, на этого старца, и он говорит такие слова: «Братья, до ныне мы учились страдать за Христа, а теперь будем учиться умирать за Христа». Этих слов было достаточно для того, чтобы совещание прошло очень благословенно. Уже о себе никто не думал, о каких-то тревогах, о внешнем мире. Решались вопросы домостроительства, как дальше вести дело Господне, как дальше жертвовать собой во имя Господа. Это запомнилось мне. Ну и вообще 69-й год затем мне запомнилось, когда сообщили нам, вот, что будет в Туле проведено совещание всесоюзного характера совещание, на который также пригласили вот из нашей области несколько человек. И я помню, у нас был верный служитель там в области, Проскура Ефим Михайлович, старец. И когда мне разрешили, кроме меня, еще одного кого-то пригласить, то я пригласил этого старца, чтобы он повидался с братьями, увиделся на этом совещании. Вот, это совещание очень памятно в моей жизни, в моей памяти, так как увиделись мы с многими братьями, очень расширенное представительство. Здесь мне помнится Николай Петрович Храпов, помнится слово, которое Храпов говорил на этом совещании на тему 2 Тимофея 3,17. «Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Помнится мне совершенная вечеря Господня, вот, тот дух, который был братский, такой непринужденный. И все то, что мы как бы на время от всех бур, волнений отдохнули, посмотрели, братья, некоторых дали, что действительно какая-то у нас будет свобода, будем иметь какую-то канцелярию, оборудовано его Владыкино на 2 этаже дом с живыми камнями России, которые вот наши братья, и Рябошапка, Ратушный, все увеличенные портреты, замечательный стол, все учреждения, все то, что происходило. И первый день, и второй день служения, слава Богу, помнится исторический действительно съезд, потому что на этом был избран состав Совета Церквей. После этого избрания, помнится, как братья за руки взялись и спели, братья, избранные на служение: «Возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине ты сам веди». И когда Константин Павлович задал вопрос Геннадию Константиновичу, сыну, а почему в состав вошли в основном молодые братья, мало стариков вошло в состав, то был такой ему ответ, что нам надо такие братья, что если бы даже один остался в Совете, чтобы дело Божие не остановилось. Это раз. И второе, чтобы если его послать от Прибалтики и до Востока, чтобы ему не потребовалось сода, мешок или полмешка, вот, значит, ну, больных желудком или немощных таких, а чтобы брат мог быстренько проехать от Дальнего Востока и до Прибалтики. Так было сказано дословно. А потом стал вопрос подписать представителей из мест, и ну, мы тоже, как представители Ворошиловграда, подписали за избрание наших членов Совета Церквей, братьев, кто был избран в этот состав Совета. И только я возвратился домой, и только пришел на работу, вот, кажется, через небольшое время уполномоченный прилетает ко мне на работу, и, видимо, уже узнали, что моя подпись есть там, и с большим таким требованием: чем ты ехал? Чем ты добирался до Тулы? Как ты очутился в Туле?
Это, видно, на тебя ставку делают, там, значит, вот, что ты там был, что ты подписал документы, все такое. Я говорю, кто вы? Уполномоченный Костенич. Но я говорю, вот смотрите, как я могу с вами разговаривать или что-то вам, значит, открывать, чем я ехал, по что я ехал, когда, посмотрите, у вас в одном кармане партбилет, в другом кармане пачка папирос, в третьем кабура, а у него кабура как раз. Значит, от нога. Ну какой же вы представитель или посредник между церковью и государством? Вы государственный работник, трудитесь на разрушение церкви. Какой у меня с вами может быть беседа или какой-то, значит, что-то вам отвечать на эти вопросы? Это внутрицерковный вопрос. Церковь знает, кого избрать, кого послать, и поэтому я вам ничего отвечать не буду. Разговор у нас не получилось с этим уполномоченным Костеничем. Он уехал. Кстати, уже у Ворошиловградской области после него третий, и до него уже я помню, там, пока я у Ворошиловграде, их 7 человек уже уполномоченных по культам поменялось культу. Так что съезд этот Бог дал нам провести очень замечательный, благословенный, и все то, что были встречи, частные встречи, беседы, общения, они никогда не забудутся. Я их очень хорошо помню. Помню, как встречались братья-узники, помню, как там обнимались, сколько слез было и сколько радости было. И все напутствия, все благословения, все мне помнится об этом съезде, четко это осталось в сердце и не изгладится. А затем было еще у нас совещание с братьями, как бы можно сказать, последнее, перед арестом моих и многих. Это опять-таки в Туле уже в 70-м году. В 70-м году, помнится, когда мы там вот собрались, Лидия Михайловна сделала отчет о состоянии и положении узников и большую хозяйственную сумочку загрузила ходатайствами, покрылась косыночку, открыла дверь с этой квартиры, где мы были собраны, и выходить. Только она выходить, и в дверях встречается ей орда, идущая нас, значит, разгонять и разыскивающая нас, уже на след напали. Вот, ну ее пропустили, зачем им женщина какая? Думали, может быть, кто-то за хлебом или с хлебом идет. Не тронули Лидию Михайловну, Бог так уступился. Забегают сюда, в эту комнату, где мы собраны. Здесь много братьев было собрано. Ну, опять весь таки состав совета, приглашенные братья. И кричит один из них: «Встать!» Поворачивается Геннадий Константинович и отвечает: «Это не то войско, чтобы вам повиновалось». Все остались сидеть на местах, и говорит уполномоченный Тульского обкома или облисполкома: «Геннадий Константинович, ну я вчера с вами беседовал, я же вас спросил, где будет совещание, вы мне же не сказали, ну как же так, вот вы проводите, зачем это делаете?» Из этого совещания всех переписали, проверили документы и отпустили, кроме двоих. Меня и Николая Георгиевича Батурина забрали у милиции, у нас не было паспортов. Вот едем мы в Воронке в милицию, и я вижу, что очень волнуется Батурин. Переживает и жует, бумажки жует. Ну, писал протоколы, надо их съесть, пока доедет до милиции. Жует бумаги, я говорю ему: «Николай Георгиевич, ну, а молодой, я еще не сидел до тех пор в вузах, и говорю: Николай Георгиевич, а что ты так переживаешь сильно? Чего ты так волнуешься?» А он говорит: «Степа, брат, да разве я о себе волнуюсь, переживаю? Да там братья средства привезли. Мы привезли много Библий раздать братьям, симфонии братьям раздать. И это все, наверное, заберут. Вот что я волнуюсь». И мне стало стыдно, что я вот еще призывал брата к смелости, к стойкости. А брат уже до того не один раз сидел в вузах. Ну, в милиции быстро о нас запросили, получили о нас сведения, кто мы, подтвердилось это, и говорят: «Идите». Но Батурина мы оставим, мы ему сделаем укол. Там холера в Ростове, и ему надо сделать укол. Но я стал упрашивать их, что я один не могу идти, вот, и отпустили и Батурина. Ну, подходим мы к этому дому, Николай Георгиевич меня посылает пойти в дом, а сам по тротуару идет, чтобы я ему маякнул, если все благополучно. Прихожу, узнаю, что все Бог сохранил, и средства, и литературу, и братья все мирно ушли,
И мы заходим, сестры приглашают нас покушать. Заходим, только сели кушать, как вновь КГБ прискакивает туда. Прискакивает и признается нам, что 3 дня не спали они. 3 дня раз разыскивали. Был сигнал, что где-то должен собраться совет. И вот они искали и, наконец, нас нашли. Ну, мы уже знаем, что после этого случая приходили, чтобы Геннадия Константиновича взять домой. Но он без повестки не пошел. А тем временем, пока они пошли за повесткой, он ушел. Ну, что сказать, эти работники предложили им, сестры, кушать. Они голодные были. Ну, кушать они отказались. И понаблюдали за нами, сказали, что вы не находитесь здесь долго. Понаблюдали, пока мы покушаем и выйдем, и они ушли. И вот мы разошлись. И с тех пор прошло 16 лет, и я Николая Георгиевича больше не видел. Как-то писал он домой письмо моей дочери и пишет, что я уже с папой твоим не виделся более 16 лет. Не знали мы, что так надолго разлучимся с ним. И не только с ним, а вот с братьями многими, в частности, вот с Николаем Петровичем Храповым, уже и не увидимся больше. Только пришлось вот немножечко поучаствовать в похоронах брата в Ташкенте. Уже брат не выдержал с последних уз, и, отбыв в них 29 лет, вот, умер в узах, отошел к Господу. Похороны Николая Петровича разрешили тело его взять оттуда с лагеря детям. Дети забрали, и похороны прошли, ну, как брата мы похоронили, как труженика, как наш брат ушел, как брат, отдавший все на служение Господу, как брат, который хотел нести служение в церкви, независимой от влияния государства, не подвластной государству. Хорошую память оставил нам, молодежи, особенно сейчас, вот и его книга «Счастье потерянной жизни» радует молодежь, молодежь читает, ободряется. Мужи праведные похоронили тело Стефана и учинили по нем большой плач. Значит, плач как такой по близком человеке допустим. И наша скорбь по утере, о том, что уже не будет с нами больше ни в совещаниях, ни милого его взгляда, улыбки Николая Петровича среди нас, братьев, именно вызывала эти слезы у нас. И мы дали им простор, чтобы поплакать, и похоронили его мужа, и учинили по нем плач. Вот. Еще было подчеркнуто о том, что очень многие присутствующие на похоронах старались подчеркнуть дела Николая Петровича, заслуги Николая Петровича, его труд большой. Все то, что имел Николай Петрович, это было не его. Это было дано ему от Господа. Поэтому и в этот день, и на этих похоронах должно быть больше славы тому, кто эти дары дал ему. Они сами собой не пришли ему, а ему дал Господь, ибо всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отцов Светов, от Отца Светов. И с плачем похоронили мы брата, и уже вот нету среди нас Храпова. С многими братьями уже после этого нет встречи, но если Господь по милости Своей и дарует нам еще в будущем, хоть с теми братьями, кто остался еще в живых, встретиться, как вот с Николаем Георгиевичем, Михаилом Ивановичем, да если бы еще Геннадий Константинович поприсутствовал, чтобы всем братьям и поплакать вместе, и посмотреть путь, по которому провел Господь, поблагодарить Его за те чудеса, которые Он нас вводил, выводил, как давал победу. Хотелось бы вместе вечерю совершить, но это все в руках Господа. Борьба продолжается, путь